Всем привет! Это снова Лаян Грин Парк, и сегодня мы продолжаем говорить о законах. В прошлом видео мы перечислили основные правила поведения и запреты на территории Королевства Таиланд. А сегодня мы расскажем, как государство защищает инвесторов, как избежать суда при покупке недвижимости и чего ожидать, если все же пришлось обратиться в суд. Сегодня мы поговорим на тему законов недвижимости в Таиланде, как у нас защищены покупатели, и поговорим с Александрой Агапитовой, она директор консалтинговой компании Invest East. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, Мария. Да, мы занимаемся, в общем-то, в юриспруденции уже здесь, в Таиланде, 11 лет. В том числе, конечно же, в основном по недвижимости. Работаем в том числе как с агентствами недвижимости, с застройщиками. Конечно же, очень много вопросов возникает у клиентов при покупке недвижимости первичной и вторичной. Сегодня, я так понимаю, у нас тема первичная недвижимость. Больше, да, первичной недвижимости, тем более в новых реалиях, покупки онлайн в основном, естественно. Клиентов интересует этот вопрос защиты их на уровне закона Таиланда. Защищены ли они при покупке недвижимости на стадии строительства? Таиланд очень далеко от России, тем не менее, действует законодательство, которое защищает все стороны договора. В частности, при покупке квартиры в кондоминиуме действует общее законодательство, это гражданский и коммерческий кодекс, применяется в полной мере, и также специальное законодательство, как то закон о кондоминиумах и его положение в зависимости от того, какой тип собственности вы покупаете, вступаете ли вы в договор фрихолда или лизхолда. Также в Таиланде есть и работает законодательство о защите прав потребителей, и покупатели в данном смысле выступают потребителями относительно вас, вы компания, потребитель, все, его права будут защищены в суде по защите прав потребителей. И есть такой интересный закон в Таиланде, который называется закон о нечестных договорах. Можно обратиться в суд с договором и сказать, что какие-то нормы этого договора не являются нечестными по отношению к той или той стороне, и суд может эти положения договора признать недействительными или изменить, привести в соответствие с требованием законодательства. То есть, получается, юридически вот этими законами любой покупатель защищен на территории Таиланда. Это у нас законодательная сторона, да, а также есть исполнительная сторона. Вот у вас уже большая практика на рынке недвижимости, наверное, вы сталкивались все равно с какими-то судебными исками. На какой стороне чаще суд? Выигрывают ли покупатели суды? Бывают ли случаи? Бытует мнение, что иностранец в Таиланде абсолютно не защищен, и если возникают какие-то судебные споры, будь то застройщиком, с тайскими физическими или юридическими лицами, то иностранец всегда будет стороной проигравшей. Немного не так. Суды применяют действующие законодательства безотносительно национальности того, кто обращается в суд, и другой стороны судебного разбирательства. Поэтому решение будет принято только исходя из предоставленных доказательств, из предоставленных документов. И из нашей практики очень много решений в сторону иностранцев принимаются судами абсолютно спокойно. В общем-то, до того момента, когда мы подаем в суд от имени клиента, покупателя квартиры в кондоминиуме, мы анализируем законодательную базу, анализируем положение клиента и даем предварительный совет, вообще, стоит ли обращаться с этим делом в суд, какие шансы на выигрыш, какие шансы на проигрыш. И все клиенты, которые к нам обращаются, у них, в общем-то, результаты все положительные. То есть они, получается, выигрывают суд чаще всего, скорее всего. Если по договору как бы все-таки идет нарушение их прав. Ну, давайте так вот предметно поговорим о том, можем выиграть, можем проиграть. Вы все знают, что есть застройщики, которые выполняют свои обязательства вовремя и в срок. Есть, допустим, просрочка договора со стороны застройщика. Исходя из договора, например, клиент имеет право обратиться в суд, расторгнуть договор с застройщиком и вернуть себе уже оплаченные ранее суммы и, возможно, какие-либо штрафные санкции. Вот. Если у нас все однозначно изложено в договоре, есть факт просрочки сроков строительства, есть факт оплаты по договору клиентам и есть условия по договору, согласно которых клиент имеет право эти деньги вернуть. Здесь я не вижу никаких проблем
почему бы клиенту это не сделать? Но что стоит учесть при судебных разборках в Таиланде? Это долго, и это долго. Юрист, скорее всего, запросит определенный платеж до момента подачи документов в суд, то есть это изучение дела, это подготовка документов, это подача в суд, потом, возможно, будет какой-то success fee, то есть какой-то процент от полученной суммы, возможно, это будет финальная сумма, да, но это, сразу говорю, не дешево. И дальше дело переходит в суд, либо гражданский, либо по защите прав потребителей. В течение нескольких месяцев будет первое заседание, на котором будет предложено сторонам достичь компромисса. Если компромисс не достигнут, тогда переходим к судебным процессам. И в зависимости от того, насколько занят суд, какие доказательства необходимо дополнительно запросить у сторон. Да, то есть просто не ожидайте того, что ваши судебные вопросы решатся в течение нескольких месяцев. Это процесс, который может затянуться. Плюс, если вы выигрываете в суде первой инстанции, у застройщика, у ответчика есть право обратиться в апелляцию. Вот. Это тоже затягивает процесс. Поэтому, если вы уже созрели подавать в суд, то будьте готовы к долгим судебным процедурам. Если есть какие-то возможная вероятность достичь компромисса в досудебном режиме, ну, попробуйте, да, и посоветуйтесь обязательно с юристом, потому что юрист подскажет, как лучше и вести переговоры, и каких результатов можно обсуждать при обсуждении компромисса. Да, это, конечно, отличная новость, что все-таки суд встает на сторону иностранных граждан и, ну, как бы соответствует судебное решение договору и ожиданию. Но как все-таки избежать этого, чтобы все-таки не дошло дело до суда, и какие документы проверить? Так, ну давайте сначала. Чтобы не дошло дело до суда, желательно, конечно, работать с застройщиками, у которых все будет хорошо с финансами, с возможностями, со строительствами и со сроками строительства. Ну вот и как это, да, узнать? Вы понимаете, что покупка недвижимости в процессе строительства – это всегда определенные риски. С кем бы вы ни работали, эти риски можно свести до минимума или увеличить до максимума, тоже возможно. Вот, поэтому, если мы говорим о заключении договора с застройщиком, в первую очередь поговорите с агентом недвижимости. Может быть, не с одним, может быть, с несколькими, узнаете их мнение по поводу того или иного застройщика. Если он уже на рынке давно, построены какие-то объекты, или это первый объект застройщика, ну, то есть мнение и рынок нужно прощупать в первую очередь. Второй момент – это, конечно же, проверка договора и проверка документов, которые к нему прилагаются. Это уже наша часть, то есть с этим вопросом обращаются к нам. Что мы можем сказать клиенту на этом этапе? Во-первых, насколько договор соответствует требованиям законодательства, насколько застройщик готов обсуждать и идти навстречу при заключении договора, идти к нам навстречу и навстречу нашему клиенту. Это по тексту в первую очередь. И второй момент – это, конечно же, прилагаемые документы. То есть в первую очередь это чанот на землю, свидетельство о праве собственности на землю, на которой будет построен кондоминиум. Он должен быть, копия должна прилагаться к договору. В свидетельстве о праве собственности как собственник должен быть указан застройщик, компания, с которой вы заключаете договор. Это первое. Второе. Уставные документы застройщика и кто является его директором, кто является его акционером и, конечно же, уставной капитал. Застройщик с уставным капиталом $100 000 вряд ли может купить землю, которая стоит десятки или сотни раз дороже, и начать строительство. Конечно, все мы понимаем, что застройщик, возможно, не может показать уставной капитал на стоимость всего строительства. И, возможно, у застройщика есть все права обратиться в банк и взять кредит, опять же, использовать деньги покупателей в процессе строительства. Вот. Но, тем не менее, уставной капитал должен хотя бы немного соответствовать имени застройщика, который собирается строить проект. Да, итогу. Да. Вот эти вот документы, и дальше у нас идет вопрос разрешительной документации. Если застройщик хочет построить кондоминиум, то самое главное – это наличие разрешения EIA, это государственный орган, который оценивает влияние на окружающую среду данного проекта.
выдает каждому проекту свое разрешение, и получить его достаточно очень сложно, и это занимает время, и, конечно же, при заключении договора очень желательно, чтобы вам показали уже наличие этого свидетельства. Второй документ – это разрешение на строительство. Если есть уже первый документ, то разрешение на строительство получить гораздо проще. Вот, поэтому вот эти документы очень важны. Итого, свидетельство о праве собственности на землю, уставные документы застройщика, далее EIA, окружающая среда, и разрешение на строительство. Дальше идут еще паспортные данные директоров, правоустанавливающие документы доверенности, план вашей квартиры, план проекта, какие-то прилагаемые, кстати, все брошюры, которые вам показывают, они являются неотъемлемой частью договора купли-продажи квартиры в кондоминиуме, даже если они не приложены к договору. Вот. Я поняла. То есть, по сути, что на картинке, то должно быть и по итогу. По итогу, да. Следующий тогда вопрос. Чтобы, естественно, собственник или, допустим, вернее, покупатель, который находится еще и в другой стране, ему тяжело проанализировать все эти документы, проверить, понять, действительно ли они, тем более они тайские, многие из них на тайском языке, там чинот. Да? Ну, покупателю, даже если он здесь, ему будет тяжело проанализировать эти документы. Хорошо, если их отдают на английском. Многие застройщики подготовили, которые работают постоянно с русскоговорящими клиентами, у них есть варианты все уже переведенные на русский язык. Вот, ну, а чинот, да, его нужно проверять. Если говорить, в принципе, о проверке документов застройщика, ну, мы делаем минимальный так называемый due diligence, да, то есть мы анализируем те документы, которые предоставлены нам. Если говорить о том, что вот у нас есть клиенты, которые покупают не одну и не две квартиры, а 10-20 квартир, и заказывают у нас полное изучение ситуации по поводу застройщика. То есть это и проверка на месте, и проверка актуальности информации в чаноте, проверка всех данных, да, то есть это более глубокое изучение ситуации, как дела, погружение, да, и стоит оно, конечно же, и дороже, вот, я имею в виду наши услуги. Вот, но зато у клиента тогда есть полностью уже юридическое заключение о том, что да, в этот проект можно инвестировать с точки зрения юридического анализа. Ну, а построится он или нет, ответить на этот вопрос время. Да. Это да. Как и в любой, мне кажется, другой стране, в этом всегда есть риски, пока. Конечно. Нет, ну, еще другой вопрос, на какой стадии вы заходите в проект. Если это застройщик, который еще не построил ни одного проекта, если это первый кусок земли, который он покупает, если еще нет ничего вообще, в принципе, ни котлована, ничего, да, то есть чем дальше к завершению проекта, тем меньше ваши риски. Если вы уже видите, что тем дороже квартира. Конечно, ну, чем выше риски, тем больше процент возможной прибыли от инвестиций. Вот. Ну и опять же, если вы вступаете в такой проект, который только-только на самой первой стадии, и застройщик еще не хорошо знаком на рынке, вот, вам придется, конечно, больше уделять внимание, следить за процессом строительства, вот, чтобы поймать тот момент, если вдруг что-то идет не так, и быть среди первых людей, которые этот момент отстрелили и подали в суд, потому что у таких застройщиков, кроме как земля, активов других пока что еще нет. Я правильно понимаю, что, допустим, если сложилась такая ситуация, что все-таки застройщик, ну вот какие бывают вообще случаи, что откладывают, да, оплаты, переносят строительство, но, допустим, возобновляют его все-таки, тем более. Ну да, сейчас ситуация у нас двоякая в принципе, то есть, опять же, если застройщик ведет себя адекватно, не пропадает со связи, если вы видите, что строительство идет, да, возможно, сроки будут нарушены. Кстати, опять же, согласно закону о кондоминиумах, у застройщика есть право продлить срок строительства не больше, чем на 12 месяцев, но, тем не менее, нужно обосновать это продление, нужно уведомить своих покупателей. Вот, то есть все зависит от того, насколько идет процесс. И если это не полный провал, да, то у вас, конечно же, есть выбор подождать, воспользоваться своими правами на взыскание какой-то пени и ждать, пока не будет завершен проект. Другой вариант, если у нас завтра уже срок передачи права собственности на вашу квартиру, а
на Земле нет ничего абсолютно, да, то, возможно, вы уже опоздали. Вот, то есть здесь нужно как можно раньше реагировать, потому что если покупателей много и все обратятся в суд, то по мере поступления, по мере очереди, да, у первых заявивших есть шанс взыскать денежные суммы застройщика, а дальше у него просто закончатся деньги. Ну, то есть банкрот, застройщик банкрот и... Не все застройщики будут объявлять себя банкротами, просто это процесс гражданского производства. Дальше, пока у застройщика есть активы, они будут продаваться на аукционах, потом они закончатся, у вас будет решение суда, но у застройщика больше не будет активов, независимо от того, объявят его банкротом или нет. Я поняла. И последний вопрос. Вы бы все-таки как посоветовали покупателю обращаться к юристам на территории Таиланда все-таки? Или вот многие просто говорят, у нас есть там в России, на Украине. Самые сложные мои клиенты – это те, у кого российские юристы, которые рассказывают, как нужно составлять договора на территории Таиланда. Ну вот представляете, таец покупает в России себе квартиру и обращается к тайскому юристу, который приходит к застройщику и начинает задавать вопросы. Это сложно объяснить, но это вообще не смешная ситуация была бы. Ну, это как минимум будет парадоксально. То есть, если вы покупаете на территории Таиланда недвижимость, вы автоматически попадаете под юрисдикцию Таиланда. Соответственно, вам нужен человек, который посоветует, как и что делать, исходя из своих знаний и опыта в Таиланде. Да, вы можете подключить российского юриста, то есть международное право, общие нормы права, который просто проверит договор и поймет, где какие-то русские стороны есть с точки зрения защиты своего клиента. Но тем не менее, рассказывать кому-то, как в другой стране нужно что прописывать, это достаточно сложно, потому что, опять же говорю, здесь много специального законодательства, применимого вот именно к этим случаям. И, конечно, обращайтесь к юристу, который разбирается в тайском законодательстве. Это очень важно, в том числе и в дальнейшем. Как при возникновении каких-то вопросов с застройщиком, так и если все хорошо, тоже у вас будет понимание, что происходит дальше с вашей недвижимостью. Александр, спасибо вам большое за все ответы. Я надеюсь, что мы сможем помочь нашим покупателям и вообще людям, кто хочет приобрести недвижимость в Таиланде с законодательством, каким-то пониманием вообще, как здесь все это работает. Вам еще раз большое спасибо. Спасибо вам. Ничего такого страшного и ужасного здесь нет. Просто нужно прийти один раз, ответить на все вопросы и заключать договор с застройщиком, уже будучи, понимая ситуацию. Готовы. Если у вас остались вопросы, наши менеджеры всегда готовы помочь, а также предоставить все необходимые документы о нашем проекте. Оставляйте заявку на сайте, и мы свяжемся с вами в ближайшее время. Ссылка в описании под видео. Также, если вам необходима юридическая помощь, связанная с недвижимостью и инвестициями, переходите на сайт investist.co.th. Персональные юристы и консультанты ответят на все интересующие вас вопросы.